Здравствуйте, друзья! Сегодня на первом конкурсном дне уже выступила группа Меццо на конкурсе «Новая волна». Она исполнила мировой хит. Сегодня мы поговорим с вами о том, кто из современных казахстанских певцов является, так скажем, мастером исполнения мировых хитов, или еще называют мировые хиты простым словом кавер. Их будет не так много и не так мало. Никаких рейтингов мы не составляем. Красные оценки у группы Меццо. Начнем мы с одного очень интересного человека, который принял участие в ежегодном казахстанском конкурсе «Топ Жарган» и стал его победителем в 2020 году. Это Мади Сыздыков, парень из Семипалатинска. Это был его первый конкурс, и, конечно, он был несказанно рад, что занял первое место этого казахстанского конкурса. В состав жюри входит примадонна казахстанской эстрады Роза Рымбаева. Она своим профессиональным глазом тонко подмечает все нюансы выступления молодых конкурсантов. Мади Сыздыков подчеркнул, что в список конкурсантов вошли очень сильные вокалисты, как отечественные, так и зарубежные. И он отметил также, что это была отнюдь не легкая борьба. Победитель получил право участвовать в конкурсе Азиатско-Тихоокеанского союза, который, на взгляд экспертов, будет круче Евровидения. Бексултан Кенишкалиев. Вы знаете это имя? Конечно. Вы помните его незабываемые выступления на Славянском базаре 2020. Бексултан завоевал 3-ю премию, разделив награды с участником из Боснии и Герцеговины. Seems to be the rich bird. Следующий участник нашего большого списка мастеров кавера – это Адильхан Макин. Тамара Гверцетели, председатель жюри «Славянский базар 2019», отметила: бесспорный и явный лидер и по баллам, и по ощущениям. В Казахстане, я знаю, умеет поддерживать музыкальные таланты. Думаю, у него хорошие перспективы. А вот об Амре, член жюри «Славянского базара 2020», народная артистка Казахстана Роза Рымбаева сказала следующее. Казахстан и Румыния по баллам были выше всех. У них оказались одинаковые результаты. В таких случаях председатель жюри имеет право добавить свой голос и выявить победителя. Так и произошло. У нас было очень много споров. Конечно, больше я переживала за нашего певца. Я очень много спорила, просила разделить гран-при на двоих. Меня некоторые поддержали, но организаторы конкурса сказали, что это невозможно. Председатель жюри добавил балл румынскому исполнителю, а Амре вышел на первое место. И еще Роза Рымбаева добавила к описанию об Амре, что нужны достойные нетойские хиты, и таковым является Амре, что вызвало шквал негодования со стороны певцов той индустрии Казахстана и их яростных поклонников. Effleurer les choses écloses sans toi. Oh ma rose de moi, mon quai de droit de m'énouir dans le pli, dans les guillemets, dans le vide de ma vie. Следующий участник нашего списка лучшего исполнения каверов – это Кайрат Тунтеков. Как он исполнил произведение Майкла Джексона на концерте «Новая волна 2010»?
Так, на наш взгляд, не мог исполнять на тот момент ни один певец из Казахстана. Завораживающий, красивый голос Адеме с песней «Show Must Go On» показал нам, как можно петь кавер своей собственной интерпретации на конкурсе «Новая волна-2015». Наверное, Адеме одна из первых показала нам, в первую очередь казахстанским исполнителям, что не нужно следовать правилам точного исполнения каверов. Интерпретация всегда может присутствовать. Адеме добавила свое прочтение этого музыкального произведения красками народного стиля. Великолепно, чудесно. Ержан Максим. Лирическая сопрано, удивительно скромный, но в то же время сильный характером, крепкий духом юный участник «Голос. Дети 2019». Своими выступлениями на этом престижном конкурсе он доказал, что ничего не может быть убедительным, чем твой голос. Его сильная лирическая сопрано в исполнении мировых хитов, а также его любимых итальянских песен не оставляет равнодушным никого. Мы думаем, Ержан Максим в первую очередь претендент на крупнейший международный фестиваль итальянской песни Сан-Ремо, хотя он уже обладает опытом выступления на Junior Сан-Ремо в 2017 году, где он стал финалистом этого конкурса. Его будет ожидать грандиозный успех, и не только там, но и везде, где будет участвовать наш юный одаренный Ержан Максим. Послушайте Максима Галкина, что он сказал о Ержане Максиме. Вчерашнего голоса. У нас есть свой домашний победитель. Это Ержан Максим. Спел невероятно. Я хотел разместить здесь в инсте видео, но, к сожалению, Инстаграм забанил мне это видео, не знаю почему. Поэтому вы видите мое лицо, а не его пение. Мы за него всей семьей вчера слали смс-ки. Помимо него вообще общий уровень был потрясающий. И Нино Чеснер, и Анастасия Иванова, и Валера Кузаков, и Миша Григорян. Молодцы. Что касается Микелы Абрамовой, тоже хорошо поет, но объективно она отстает от всех, кто вчера участвовал в финале. К сожалению, ее родители не соизмерили свое информационное влияние. Слишком много их звездных друзей топило за девочку. Такой возможности нет у других родителей, и произошел драматический перекос. А победитель, я считаю, один. Ержан Максим. Класс! Жан Маким. Если вы слышали определение «поет звонко, как колокольчик», то это как раз напрямую относится к Жану Макиму. Ему всего 11 лет, он младше Ержана Максима на 2 года, но также многогранно талантлив. Оказывается, его кумир Майкл Джексон. Уже в 4 года он был уверен, что хочет стать похожим на него. В репертуаре Жана столько песен Майкла Джексона, что он говорит: «Если бы я мог, то пел бы только эти песни». Манера исполнения, стиль Майкла Джексона
ближе всего мне. Мне очень нравится его трудолюбие и доброта. 9 лет в 2019 году Жан Маким был участником шоу «Голос дети» на Первом канале, так же, как и Ержан Максим. На слепых прослушиваниях Жан исполнил песню Стиви Уандера «Сир Дюк». На первом же куплете Валерий Меладзе повернулся к Жану Макиму. Конечно же, уважаемый член жюри поинтересовался, кто привил ему столь хороший музыкальный вкус, на что юное дарование ответил: «Я сам таким родился». Сенсационное выступление Данелии Тулешевой, которая была участницей и победителем многих мировых конкурсов, просто перевернуло весь шоу-бизнес. Сейчас Данелии 15 лет, но в 9 лет она уже была финалисткой и обладательницей приза зрительских симпатий детской новой волны 2015. А в 2017 году Данелия выиграла 4-й сезон «Голос дети. Украина». Ну все, я сразу знал. Я просто плачу, это просто нереально. Невозможно. Мой опыт подсказывает мне следующую вещь. Школа очень ценна и нужна. Но есть художники, самородки, дарования, к которым ни в коем случае нельзя прикасаться. Эта девочка поцелована Богом. Поверьте мне, это дарование уникальное. Уникальный ребенок. Ради таких, как ты, мы здесь. В 2018 году Данелия Тулешева представила Казахстан на детском Евровидении. В 2019 году Димаш Кудайберген и Данелия Тулешева участвовали в американском шоу талантов The World's Best. Данелию на проекте прозвали «вокальным чудом», а Димаша представили как «человек 6 октав». В 2020 году юная казахстанская исполнительница песен Данелия Тулешева участвовала в популярном американском шоу талантов America's Got Talent. Она вошла даже в финал. Но победителем шоу в этом году стал участник из США Брэндон Лик. Шоу закончилось скандалом. Телезрители и пользователи социальных сетей призвали бойкотировать шоу из-за несправедливых итогов голосования. Люди уверены, победить должна была казахстанская исполнительница Данелия Тулешева. В этом 2021 году американскими организаторами будет проведены 2 сольных концерта Данелии Тулешевой в Лас-Вегасе в США. Рухия Байдукенова. Мэрайя Кэри. Так назвала Роза Рымбаева Рухию. И не зря. Посмотрите, как точно она исполнила композицию Мэрайя Кэри, которую, кстати, в детстве называли «Мираж» из-за пропусков в школе. Юная Мэрайя была уверена, что станет большой суперзвездой и позволяла себе отсутствовать на уроках в школе. Наверное, поэтому песня «Emotions» отразила все беззаботное настроение Мэрайи Кэри в этой песне. Кристиан Костов. Популярность певца растет в геометрической прогрессии. Если посмотреть на инстаграмы Кристиана, то он на данный момент больше ориентируется на зарубежную аудиторию, так как все его посты написаны на английском языке.
Напомним, что несколькими годами ранее он постоянно участвовал в блогерских мероприятиях в России. Но жизнь артиста кардинально изменилась, когда он подписал контракт с крупнейшим музыкальным лейблом Universal Music Group. Димаш Кудайберген. Сейчас многие спросят, почему вы Димаша поставили в конце списка? Потому что наш канал посвящен Димашу, и мы всегда подводим итоги вышесказанному через призму личности Димаша, как певца, как профессионала. По поводу профессионализма Димаша, как исполнителя кавер-версий, конечно, Димашу нет равных сейчас на мировой сцене. Димаш дополняет каверы своими интерпретациями, интересными аранжировками, и часто это какие-то народные мотивы или очень близкие нашему сердцу мелодии. Где бы он ни был, его всегда встречают с громкими овациями, будь он с выступлениями на международном конкурсе на территории России, «Новой волне» или за океанами в арабских странах. А ведь Димаш – это не просто самородок из Казахстана. Димаш – это продукт наших достижений в современном песенном творчестве. Не случайно он выбрал в университете именно эстрадное отделение факультета. Он как бы впитал в себя прекрасное исполнение каверов Майкла Джексона Кайратом Тунтековым, народные дополнения в обработках каверов легендарных Queen, Адиме и многое-многое другое. Ведь Димаш рос в Казахстане, где песенное творчество как национальное казахское, так и современное очень ценятся. Димаш. 10, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9 и 10 баллов. Дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за просмотр. Подписываясь на наш канал, мы сможем делиться с вами не только новостями, но и вы сможете также познавать некоторые исторические факты зарождения и развития культуры и искусства Казахстана. Вы сможете дискутировать о роли и значении Димаша в современном мире как талантливого певца с невероятным, незаурядным, уникальным голосом. Ваши лайки – это всегда ваша поддержка. До свидания, друзья. До новых встреч. Пока. Que estás más a mi lado, corazón. Naratara sono ve que soledad. Es saber mucho, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un